Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать узор для туники. Узор простой, вяжется быстро и легко. Он состоит из столбиков с двойным накидом, поэтому он быстро растет в высоту. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узор 8 петель на 2 ряда. Для примера мы наберем 13 воздушных петель. Первую петлю не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Набрали. Держим петельку и набираем 4 воздушные петли подъема. Отступаем ту петлю, которую держали, заходим в 6-ю петлю от крючка, делаем двойной накид на крючок и провязываем 4 столбика с накидом в каждую петлю. 1 столбик с двойным накидом, двойной накид на крючок, заходим в следующую петлю, провязываем столбик с двойным накидом. Двойной накид на крючок, заходим в следующую петлю, провязываем столбик с двойным накидом. Делаем двойной накид на крючок, заходим в 4-ю петлю и провязываем столбик с двойным накидом. Провязали. Это и есть начало первого ряда. Теперь делаем двойной накид на крючок, пропускаем 3 петли, заходим в 4-ю и провязываем столбик с двойным накидом. И у нас получился такой столбик с наклоном. 2 воздушные петли, двойной накид на крючок. Возвращаемся назад в первую петлю от группы столбиков с двойным накидом и провязываем столбик с двойным накидом. 1 накид, 2 накид, 2 петли вместе. И у нас получился элемент с скрещенными столбиками. Заходим в петлю, которая находится от первого столбика. Вот он, столбик, который мы вязали первый, скрещенный. Заходим в петлю после него и провязываем 5 столбиков с двойным накидом до конца ряда. 1, двойной накид на крючок, 2, двойной накид на крючок, 3, двойной накид на крючок, 4. Двойной накид на крючок, и в последнюю петлю мы провязываем столбик с накидом для ровного края. Мы с вами связали первый ряд. Начало второго ряда 4 воздушные петли подъема. Здесь 4 воздушные петли подъема нам заменяют столбик с двойным накидом. Переворачиваем работу. Первый столбик мы не трогаем, мы работаем с 4 столбиками с двойным накидом в предыдущем ряду. Мы делаем двойной накид на крючок, пропускаем 3 столбика с двойным накидом, заходим в 4-й. И из него вывязываем столбик с двойным накидом. 1, 2 воздушные петли, двойной накид на крючок. Возвращаемся назад в первый столбик из группы с 4 столбиков с двойным накидом и провязываем столбик с двойным накидом. Провязали. У нас получился элемент перекрещенный столбик. Двойной накид на крючок.
У нас есть в предыдущем элементе элемент скрещенного столбика. Мы заходим сначала в столбик, провязываем столбик с двойным накидом. Двойной накид на крючок. Заходим в арочку, где у нас было 2 воздушные петли в элементе. И провязываем 2 столбика с двойным накидом из одной точки. Двойной накид на крючок. Заходим в столбик во второй элемента и провязываем столбик с двойным накидом. Провязали. Двойной накид на крючок. У нас есть группа столбиков с двойным накидом в предыдущем ряду. Мы заходим в 4-й столбик и провязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные петли, двойной накид на крючок. Возвращаемся в 1-й столбик и провязываем столбик с двойным накидом. Провязали. Двойной накид на крючок. Заходим в 1-ю петлю подъема и провязываем столбик с двойным накидом. В 1-ю петлю подъема для чего? Для того, чтобы у нас был ровный край. Начало 3-го ряда 4 воздушные петли, которые нам заменяют столбик с двойным накидом. Переворачиваем работу. У нас есть элемент перекрещенных столбиков. Мы заходим в 1-й столбик, провязываем столбик с двойным накидом. Провязали. Двойной накид на крючок. Заходим в середину элемента под арочку и провязываем 2 столбика с двойным накидом из одной точки. Двойной накид на крючок. Заходим в столбик во второй. У нас в элементе есть 2 столбика. Заходим во 2-й столбик и провязываем столбик с двойным накидом. Провязали. Двойной накид на крючок. В предыдущем ряду у нас есть элементы с 4 столбиками. Мы заходим в 4-й столбик и провязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные, двойной накид на крючок. Возвращаемся в 1-й столбик и провязываем столбик с двойным накидом. Провязали. В предыдущем ряду у нас есть элемент из 2 скрещенных столбиков. Делаем двойной накид на крючок. Заходим в 1-й столбик и провязываем столбик с двойным накидом. Двойной накид на крючок. Заходим в арочку и провязываем 2 столбика с двойным накидом из одной точки, то есть из под арочки. Заходим во 2-й столбик и провязываем столбик с двойным накидом. Двойной накид на крючок. Заходим в 1-ю, или смотрите, вот так вот крючком оттяните эту арочку, и вам будет видно, в какую петлю надо провязывать столбик с двойным накидом. Для чего? Для ровного края. Далее мы с вами связали 3-й ряд. Далее по схеме будет 2-й ряд. Мы набираем 4 воздушные петли подъема, которые нам заменяют столбик с двойным накидом. Делаем двойной накид на крючок и в элементе, который у нас состоит из 4 столбиков отдельно стоящих, мы в каждом последующем ряду вяжем перекрещенные столбики. Мы заходим в 4-й столбик, провязываем столбик с двойным накидом, 2 воздушные, двойной накид на крючок. Возвращаемся назад в 1-й столбик и провязываем столбик с двойным накидом. Провязали.
двойной накид на крючок. Заходим в следующий элемент, перекрещенные столбики. В первый столбик провязываем столбик с двойным накидом. Двойной накид на крючок. Заходим под арочку и провязываем 2 столбика с двойным накидом из одной точки. Двойной накид на крючок. Заходим во второй столбик и провязываем столбик с двойным накидом. Двойной накид на крючок. Заходим в элемент из 4 столбиков, в последний, в 4 столбик, и провязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные, двойной накид на крючок. Возвращаемся назад в первый столбик и провязываем столбик с двойным накидом. Мы с вами связали элемент перекрещенные столбики. В конце ряда мы делаем двойной накид на крючок, заходим в первую петлю подъема и провязываем столбик с двойным накидом. Мы с вами связали 4 ряд. Начало каждого ряда в этом узоре 4 воздушные петли подъема, которые нам заменяют столбик с двойным накидом. Мы с вами связали образец согласно схемы. Это изнаночная сторона узора, а это лицевая сторона узора. Модель, которую можно связать этим узором, описание, схема, выкройка я оставлю в конце видео.